Шум помпы, ненадежность. Этими словами весомый пласт юзеров охарактеризовывает систему жидкостного охлаждения. Однако же многие сами повинны в гибели водянки, а то и ПК, ибо совершали весьма распространенную даже среди крупных блогеров и компаний по сборке ошибку. Какую? Узнай, посмотрев данное видео. На создание всего видео меня сподвиг ролик Бригмана. Спасибушки! После коего пришлось углубиться в вопрос установки водянки подробнее, как следствие выяснить, что за ошибки допускаются в мировом масштабе. Так и шо, точно ли СВО говнище с вечно ревущей помпой, да то и дело выходящее из строя? Или просто ты несколько поскромничал с затратами сил и времени на изучение всех тонкостей по внедрению этого вида охлаждения в свой драгоценный ПК? Поскольку от правильности установки водянки зависит и шум, и теплоотвод, и функционирование помпы, и даже протечка, сочла своим долгом моим лучшим на свете зайчатам адресовать ликбез. Вы готовы, дети? Итак, в любой системе жидкостного охлаждения есть воздух. Связано это как с компенсацией теплового расширения, так и непосредственно с технологическими особенностями на производстве. Объем воздуха может составлять от 1 до 10%, и именно таки его наличие надо учитывать при установке водянки в корпус. Что нам известно о воздухе? Он всегда стремится наверх. Как пиво, смешанное с виски моей подругой в минувший выходной. А посему расположение помпы в верхней точке контура абсолютно недопустимо, ведь в таком случае воздух будет сосредоточен в ней, а она, коль ты не знал, охлаждается да смазывается как раз таки жидкостью из общего контура. Те же шум, гул, бульканье, перегрев, клин помпы и даже протечка случаются из-за недостаточного в помпе количества жидкости для прокачки и поддержания циркуляции. И прежде чем приступить к объяснениям, как так-то система может затечь из-за неправильной ее установки, скажи, тебе тоже снятся неадекватные сны? Ну и, допустим, иной раз видятся абсолютно безумные. Ну, что-то вроде этого. Амур-амур. Потоптал мне кура Илья. Амур-амур. И кричал петух. А почему он, а не я? Шо ж, протечка водянки. Как? Да ведь все та же физика. Без жидкости близ помпы температура от крышки процессора и основания водоблока станет передаваться на пластик, резиновое уплотнение ее корпуса. Это в свою очередь приведет к тепловому расширению материалов и дальнейшей возможности протечки. Тут уж все зависит только от везения. Более всех упарывается догородят дичь, стрёмная какая-то фразочка, производители SFF корпусов и сборщики, обожающие тугие сборочки. Хотя... тугие, в принципе, нравятся многим, так что акцентируемся. К рассмотрению официальные фотки вот пожаловали. Смущает что-то? Да, помпа в верхней точке. И шо в связи с этим грозит компактной эффектной сборочке? Конечно, кончина в крайне сжатые сроки. Давайте, кстати, поинтересуемся настроениями помпы, оказавшейся в таковом положении. Очевидно, ей немного некомфортно, однако ты, вероятно, скажешь, что в SFF иначе никак. А вот как? Обрати внимание, например, правильной сборки. И шо, как оно? Норм ведь? И еще от того же блогера. Взгляни, пожалуйста, на эти снимки. Предполагаю, заметил, да, что помпа пригнездилась не в верхней точке. И, скорее всего, задался вопросом... Не задавайся вопросом. Вопросами занимайся в туалете, блин. И, скорее всего, задался вопросом, все ли безошибочно в демонстрируемых случаях. Разберем темочку на примере сборки Бригмана. При таковом размещении СВО воздух, обрати внимание, будет находиться в верхней точке радиатора, а это поспособствует образованию неприятных звуков, схожих с урчанием водички в унитазе. Это не вредит системе, однако не считаю, что ваше место у параши. А посему рекомендую таки избежать хоть едва ли слышимых, хоть весьма ощутимых, в зависимости от количества воздуха, неприятных саундов. Arctic, к слову, говорил о приемлемости таковой установки, опираясь между тем в своих мануалах на целое исследование от канала Gamers Nexus, которые первыми подняли тему правильного расположения водянки, большинством которое, увы, оказалось не понято, а посему повлекла за собой порцию мифов на просторах YouTube и не только. Блин, Катясь, ну не в этом же смысле ебало на ноль, ну... Стоит же отметить, что при наличии кое-какого моментика все в корне меняется. Зырь, шо? В сборке все того же Бригмана в верхней точке контура располагаются трубки, еще же близ помпы. Помимо шума, туточки немаловероятное попадание вместе с жидкостью в помпу воздуха, а такое непозволительно.
Подводя черту, обнаруживаем, что для СВО, по сути, есть лишь два правильных варианта размещения. Первый, на верхней панели, где воздух будет распределяться равномерно по площади каналов радиатора, да не будет, соответственно, попадать в помпу. Должна сказать, что сомнительного качества либо старые водянки могут таки издавать шум даже в таком положении. Это свидетельствует о большом количестве воздуха в системе. Да, из необслуживаемой СВОшки жидкость с течением времени испаряется. На данный вполне нормальный процесс уходит годы, но тем не менее иметь в виду этот факт определенно стоит. Подробнее о нюансах жидкостного охлаждения я говорила в этом видео. Второй, в вертикальном положении, при условии, что трубки в радиатор заходят снизу, а помпа находится ниже верхней точки радиатора. Кто-то возмутится, мол, когда длинная видеокарта или какие-то конструктивные особенности корпуса присунуть таким образом попросту невозможно. Но разве есть помехи продумывания данного пункта еще на этапе подбора компонентов? Никого ж, надеюсь, не смутило, что в ролике я то и дело тискала свою киску. Лэйси зовут, кому интересно. Соблюдая вышеуказанные правила, ты позволишь водянке работать в штатном режиме и качественно охлаждать железо твоего ПК. Хотя, решай сам, опираться ли на сказанные мной, иными блогерами или сборщиками слова. Ведь если разобраться, любой может обосраться. В общем... Можешь не верить никому из тех, кто здесь. Но хоть кому-то поверить все же придется. Потому личный совет – тщательно перепроверяй любую информацию, дабы не совершить фатальную для своей сборки ошибку. Пришелся по вкусу или оказался полезен ролик? Поставь лайк и напиши что-то приятное для меня в комментариях. А также подпишись, ведь если ты дебил, будет интересно. А я продолжаю благодарить каждого из вас за радость, кою вы одаряете меня, за позитив, за добрые пожелания. Спасибо за потраченное вами время и средства на подарочки, которые красуются не только на авочке в альбоме, но и украшают наше с вами общение. Благодарствую, разумеется, за донатики, пущенные впоследствии на поистине важное для меня дело. А ты? Да, ты! Огромное тебе спасибо не только за финансовую помощь, но и за все энергозатраты на поддержку в сложный для меня момент. Ты крайне славный малый, шкаф 2-метровый. Желаю тебе и всем, кто со мной, огромнейшего, нет, необъятнейшего счастья. Люблю до отвала Фу, чё несу-то? До Луны и обратно.